Ті любить Ісус. Амінь. Really? Правда? Ті любить Ісус. Амінь. Амінь. Really? Правда? Ті любить Ісус. Амінь. Амінь. Аминь. Я тоже. Я тоже. That's all I know. Это все, что я знаю. Okay. I want to just say, I would like to introduce someone to you just for a minute. Я хочу сейчас что-то сказать, сейчас представить вам что-то. Who is a minister and travels quite around the world, actually. Служителя, который, собственно, по всему миру путешествует. So I'm going to embarrass him to death and bring him up. Я сейчас, конечно, его смущаю немножко. Сейчас вот я его сюда приглашу. This is my new friend. Это мой новый друг. And forever friend. И я верю, что мой друг навеки. Because we spend eternity together. Потому что мы проведем вечность вместе с ним. Вечность вместе с ним. God bless you. Бог благословит вас. You have a beautiful country. У вас очень хорошая страна, красивая. 2 months ago, 2 месяца назад I didn't know я даже не знал, even where Ukraine was located. даже где вообще Украина расположена. I lose everything. Я все потерял, Possessions, все, что у меня было, family, семью, everything. все. But I didn't lose God. Но я не потерял Бога. I obeyed God. И я послушался Бога. I didn't know Я не знал, what happened, what will happen to me. что будет вообще со мной. But I know Но я знаю, whatever God decides что бы Бог ни решил, is the best for me. это самое лучшее для In меня. these moments, brothers, И в этот момент I want to encourage you. я хочу просто вас ободрить. No matter what you are passing through, Неважно, через что вы сейчас проходите. believe in the one who saved you. Амінь. Верьте в того, кто спас вас. No matter what you see around you, Независимо от того, что вы видите вокруг вас. believe, Верьте, and He will wake you up. и Он поднимет вас. God bless you. Бог благословит вас. Амінь. It was cool. This is his fiancée, by the way. Да, это, кстати сказать, его невеста. Ну, я, то есть. That's important. Okay, Вот в so чем суть. I'm going to start by telling you a story. Well, I'll just tell you a little bit about me, okay? Я сейчас начну с того, что расскажу вам одну My историю. name is Patricia. Ну подождите, я вначале скажу, что мое имя Патриция. I live in Canada. Я живу в Канаде. I have 4 children, У меня 4 детей, all grown up уже взрослые. and married. Они женаты. And I've been told, excuse me for a minute, let me get my bearings. I have a fabulous pastor in a great church, a good pastor, Да, у меня как бы хороший пастор и хорошая церковь. like очень хороший. Очень хороший. And I love him and his wife very much. Я люблю его и его жену очень сильно. So some people call me a pastor. И некоторые люди называют меня пастором. Some people call me a teacher. Некоторые люди называют меня учителем. Some people say I'm a preacher. Некоторые говорят, я проповедница. And some people say other things about me. И некоторые люди говорят вообще разные вещи обо мне. So one day I asked Papa, И однажды я спросила, папа, what do you think I am? а что ты думаешь, кто я для тебя? You know what he said? И знаете, что он сказал? Your daddy's little girl. Ты маленькая папина дочь. I can live with that. Да, I am daddy's little girl. Да, я маленькая папина дочь. And I'm very blessed. И я очень благословена. So I'm going to start with a little story. Итак, я хочу начать с маленькой истории. Once upon a time, Однажды there was a tree. было дерево. Excuse me, I put my glasses on. And she loved the boy. И это дерево любило маленького мальчика. And the boy loved the tree. И мальчик любил дерево. Every day he would come out and he'd climb and he'd swing on the И branches каждый день мальчик приходил, он забирался на дерево. and eat all her apples.
И он качался на его ветвях. When he was tired, he would go lay down in her shade. И когда он уставал, он просто ложился в тени дерева. And when he was active, they would go and play hide and seek. А когда он был активный, бодрый, он играл как бы в прятки. But for some reason, the boy stayed away for a couple of days. По каким-то причинам мальчика не было пару дней. When he came back, the tree was so happy, she literally И shook. когда он вернулся опять, дерево было With joy. настолько счастливо, что оно просто светилось от счастья. She said, "Boy, climb up on my trunk. И она сказала: мальчик, давай залезай опять по моим ветвям вверх. Swing from my branch. Катайся на моих вот Eat my ветвях. apples and be happy." Кушай мои яблоки и будь счастлив. The boy said, А мальчик сказал: In the last few days, I found out what real fun is all за about. последние несколько дней я вот обнаружил совсем другие вещи, более интересные. So I need money. Have you got any money? Поэтому мне сейчас нужны деньги. У тебя есть деньги? I have no money, said the tree. У меня нет денег, сказала дерево. But pluck all my apples and sell them at the market. Но собери яблоки и иди продай на базаре. Get money and be happy. Получи деньги и будь счастлив. So the boy plucked all the apples. He went away and the tree was Поэтому happy. он собрал яблоки, пошел, продал, и, в общем, он был счастлив. But this time the boy stayed away from fun. И опять мальчик отсутствовал, но в этот раз уже на протяжении месяца. When he came back, the tree was so happy she could hardly И speak. когда он вернулся, дерево было опять очень счастливо, что он вернулся. She said, "Come, boy, Она сказала: подойди, мальчик, climb up my trunk опять залезь по моему стволу and swing from my и branches катайся на моих ветвях and be happy." и будь счастлив. The boy said, "Life is a lot more serious than fun and games. И мальчик сказал: есть более серьезные вещи, чем вот заниматься вот этим. I want to get married Я хочу теперь and жениться settle down и свою жизнь and have a устаканить, family. и иметь семью. So I need a house. Can you give me a house?" Поэтому мне нужен дом. Ты можешь дать мне дом. The forest is my house, said the tree. The forest is my house. Да. Лес мой дом, сказала дерево. But cut down my branches, boy, and build a house. Ты можешь срезать мои эти ветви и построить себе дом. The boy cut down all the branches and he went away. Мальчик срезал все ветви и ушел. The tree was happy, but not really. Дерево было счастливо, но не совсем. A year passed by. И год прошел. Finally, the boy returned and the tree said, Наконец мальчик вернулся к дереву и сказал: "Come, boy, and climb up my trunk and be happy." и дерево вернее, сказала мальчику опять: залезай на мой ствол и будь счастлив. The boy said, "I'm bored." И мальчик сказал: ой, мне скучно. Excuse me. I'm disgusted with life. Мне все опротивило в моей жизни. I want to go away to a foreign land. Я хочу ехать в другие земли. So I need a boat. Can you give me a boat? Поэтому мне нужна лодка. Ты можешь дать мне лодку? Cut down my trunk and build a boat, said the tree. Срежь мой ствол и сделай из него лодку. The boy cut down the trunk and made a boat and sailed Мальчик away. срезал ствол и сделал лодку. И уплыл на ней. 40 years later, he returned. 40. 40 лет спустя он вернулся. The tree looked up and said, "I have no apples, there's nothing to eat. И дерево сказало: у меня нет больше яблок, мне нечего тебе дать. My teeth are too weak to eat," said the boy. И мои зубы, сказал мальчик, слишком не хороши, чтобы есть эти яблоки. I have no branches you can swing on. И у меня нет больше ветвей, на которых ты мог бы качаться, сказала дерево. I'm tired of swinging. I'm tired of swinging. И он говорит: я устал от таких вот вещей, качаться на дереве. I have no trunk for you to climb. И у меня даже нет ствола, сказала дерево, чтобы ты мог забраться. I'm too old to climb. Я слишком стар, чтобы забраться на I дерево. have nothing to give you. Мне нечего тебе дать. I don't need much anymore, the boy said. Мне больше уже ничего не нужно, сказал мальчик. Just a quiet place to sit and rest. Всего лишь тихое, спокойное место, чтобы сесть и отдыхать. And the tree straightened herself up, just as majestically as she could. Да, и дерево как бы распростерло себя вот настолько могущественно, насколько только могло, и сказала: Well, she said, an old stump is good for something. ну вот все, что у меня есть, это вот этот пень.
но, может быть, он будет хорош все-таки тоже для чего-то. Come and sit and rest. Сядь и отдохни. Boy didn't, he was happy. И мальчик сделал это, и он был счастлив. This modern parable is called the giving tree. И эта современная притча называется «Дерево дающее» или «Дерево даятель». As she gave away everything, her apples, her tree, her trunk, И когда у него уже нет ни ветвей, ни яблок, ни ствола, it reminds us of Jesus. это напоминает мне Иисуса, He emptied himself. который опустошил полностью себя, He cried out when he was nailed to the cross. который выплакал все свое сердце и был пригвожден ко Poured out Христу, his blood to help us to believe. который пролил всю свою кровь, чтобы помочь нам верить в Него. Okay, he loves us. Он Loving любит it. нас. Он любит нас. Sorry, I have joy all over me. I'm just going to be a mess today. Okay. Significantly, Jesus chose the giving tree of his cross. Вы понимаете, что Иисус Христос, Он как бы выбрал вот это вот дающее дерево в качестве креста, As a demonstrated sign of absolute love for men and women. чтобы продемонстрировать свой, как бы вот, чтобы продемонстрировать свою абсолютную любовь ко всем нам. And a love that did not attempt to ask for something higher. И это та любовь, которая не пытается просить какую-то другую цену, чтобы мы платили. The mightiest act of love to arise from a human soul was Jesus on that cross. И самое большое выражение любви, которое может только быть в нас, как в людях, это та любовь, которую Иисус нам показал через крест. So can you ever imagine that Christianity consists completely of what we do for God? И могли бы ли вы представить, чтобы христианство состояло из того, что мы можем дать Богу? Our religion doesn't start out with what we do for God. Это то, что религия делает, она начинает с того, что мы делаем для Бога, It starts out for what God does for us. а не с того, что Бог делает для нас. The great wondrous things that God dreamed up for us in Christ. И самые лучшие вещи, которые Бог показал нам через крест, And when the Lord comes into your life, и когда Иисус приходит в твою жизнь, in the power of His Word and the fellowship of His community, в силе своего слова и в могуществе общения с тобой, all He asks все, что Он просит, is that you be astonished that He's coming. это только чтобы ты, Astonished. чтобы ты просто очень сильно хотел приходить к Нему. So the next time you look at the cross, И поэтому в следующий раз, когда вы будете смотреть на крест, learn what price was paid for you to be loved by God. узнайте о том, какая цена заплачена за то, чтобы вы были любимы. It should let your mouth drop in open wonder. И Okay, this here. Okay. God asks that you marvel and be surprised. Бог как бы просит нас, чтобы мы были вдохновлены и удивлены. Let the focus on your inner life rest on one truth. Тем, что Он сделал, и чтобы мы могли сфокусироваться на внутреннем. That God loves you as you are. Что Бог любит вас такими, какие вы есть. Not as you should be. Не такими, какие вы должны быть. Because none of us are where we should be. Потому что никто из нас не такой, каким он должен быть. We're always growing. Мы все время растем. We're always getting to know more of God. И все время что-то узнаем и And we're меняемся. understanding the height and the width and the depth of His love. Да, для того, чтобы понимать Его высоту, широту и глубину Его любви. His love's not a vague thing. It's not something that you can И feel or это experience. Его любовь, это не что-то, что ты можешь как бы... It's not vague. It's not something that you can just sort of say it's out there. It's not real. То есть это не что-то, что ты можешь как бы взять извне, что ли, и сказать, что оно реально, это что-то немножко не поняла, извините.
You have to believe that God loves you in such a way that you'd rather die than be without Him. Тебе нужно верить в то, что Бог настолько возлюбил тебя, что Он умер за тебя, что Он не мог иначе сделать. Isn't it difficult to believe that you're worth someone's death? Не правда ли это сложно верить в то, что ты достоин смерти, того, чтобы за тебя умереть? Правда. You're worth, every one of you were worth the death of Christ. Каждый из вас достоин того, чтобы за вас умереть на кресте. Think about it. Подумайте об It's a этом. powerful understanding that He so loved you and thought you were worthwhile Это that He died for очень you. могущественно понимать, что Он настолько возлюбил именно тебя, что Он решил умереть именно за тебя. I mean, He was the holy God, all holy God, and He died. He chose to love you. He chose to love you. Он святой Бог, Он выбрал возлюбить тебя, Он выбрал умереть за тебя. And we need to stop believing that we have to be perfect before He loves us. И нам нужно перестать думать о том, что мы должны быть совершенны для того, чтобы Он полюбил нас. He loves us because He's the Father, and it's called God is love. Он любит нас, потому что Он Отец, и потому что Он говорит, что «Я есть любовь». Some people do believe that God sort of loves them way out there. Некоторые люди верят, что Бог их любит, ну вот каким-то образом, как вот они себе представляют эту любовь. But I'll tell you, the love that the Father has for us Но я скажу вам, та любовь, которую Бог имеет для нас, is a furious love affair. A furious love. это просто невероятная любовь. Did you get that? It's a furious love affair. Вот это, знаете, как бы невероятная страсть, которую у него Going есть, on between Jesus and you, and Jesus and me. которая происходит между Иисусом и тобой, между Иисусом и мной. Where does Jesus live right now? Если бы Иисус жил для нас сейчас здесь, You can't answer because you know. Where does Jesus live right now? Я говорит меня. Where does Jesus live right now? где Иисус живет сейчас? Внутри нас. In us. Imagine. Нас. The King of Kings and the Lord of Lords Царь царей, Господь господствующих decided to come and live in you. решил прийти и жить в тебе. And then He says, now you can live in me. А теперь Он говорит, ты можешь теперь жить во мне. Pretty awesome, don't you think? Великолепно, не правда ли? He didn't say only really nice people can live in me. Он не сказал, только по-настоящему хорошие люди могут жить во мне. He died for everyone. Он умер за каждого. And when they receive Him, they come into relationship with Him. И каждый может войти в отношения с Ним. So the next time, ladies, В следующий раз, as you look in the mirror, женщины, посмотрите в зеркало. go, wow, Jesus lives in me. Скажите, вау, Иисус живет во мне. And I live in Him. И я живу в Нем. And say it till you believe it. И скажите, поверь в это. Because it's the absolute truth. Потому что я говорю сейчас абсолютную правду. Doesn't matter how many mistakes you made. Не важно, сколько ошибок кто-то из вас сделал. Now, I won't embarrass your pastor. Я не буду сейчас как бы смущать пастора. But I know the mistakes I've made. Ну, я знаю, что I'm sure she's у меня made. есть много ошибок, которые я сделала. But it doesn't matter. Но это не важно. You see, the essence of Christian life is a love affair. Акцент христианской жизни – это вот эта любовь, это страсть. You're learning how to love like God loves. И вы учитесь любить так, как вы возлюблены, как вас возлюблены. I don't know how theologically correct this next statement is. Я не знаю, как вот теологически корректно сейчас вот следующее утверждение перевести. But the Bible says God is love. Но Библия говорит, что Бог есть любовь. Then it says, as He is, so are we. И также, что как и Он, так и мы. That kind of wraps the whole gospel up. И вот это, собственно, все Евангелие. God is love. Бог He lives in me. есть любовь, Он живет во мне. I live in Him. Я живу в Нем. Therefore, I'm in the greatest love affair of the И universe. поэтому у меня есть, вот она об этом утверждении говорила, самая невероятная сумасшедшая страсть во всем мире, And во I всей can вселенной. love like He loves. И я могу любить так, как Он меня возлюбил. My job is to love you with all my heart, my И soul, моя my spirit. как бы работа есть любить вас всем моим сердцем, всей моей душой.
Do you make mistakes? You betcha. И если вы делаете ошибки, Are you selfish sometimes? Well, maybe not you. But иногда me. вы эгоистичны, может быть, не вы, но я так точно. Are you dishonest? Have you had a problem with love? Может быть, у вас бывают проблемы с любовью, может быть, вы нечестны. But God used all of that stuff to bring you to Himself. Но Бог все это использует для того, чтобы привлечь вас к себе. And the Word says you are standing on holy ground. И Слово говорит, что вы стоите на святой земле или на святом основании. He can't stop loving you. Он не может перестать любить вас. How many, and you don't have to put your hands up, А можно сейчас руки не поднимать. but how many have ever felt like God went away somewhere? Но сколько из вас чувствовало чувство того, что Бог где-то там, ну то есть далеко от меня, я здесь, а Бог где-то там. Did you ever get up and say, where are you? И вы спрашивали, Бог, где ты? But He made a promise. He made a promise. Но он пообещал нам. He said, Он сказал, I'll never leave you. я никогда не покину вас. Never means never. Никогда означает никогда. It doesn't matter. People have fallen away from Christ. He didn't leave them. Даже не важно, если люди вот как бы наглухо отвернулись от Него, Он не And оставил He их. calls them back to И Himself. Он зовет их и притягивает их к себе. Because He can't stop loving you just Потому что because you make mistakes. Он не может прекратить любить нас только потому, что мы сделали ошибку. Just because you haven't done maybe things He's asked you to do. Может быть, потому что вы не сделали что-то, что Он просил вас сделать. But realize that nothing is hidden from the eyes of God. Вы просто осознайте, ничто не скрыто от глаз Божьих. And He says, I dare you to trust that I love you. И Он сказал, просто как бы дерзни поверить в то, как я люблю тебя. As you are, not as you should be. Опять-таки, в то, какие вы есть, а не в то, какие вы должны быть. I can't imagine a church full of perfect people. Я знаю, что церковь не состоит из совершенных людей. I think that would scare the heck out of me. It would scare the heck out of me. Я думаю, что некоторых это может напугать, вот эта мысль о том, что церковь это не какое-то особо святое место. Because I wouldn't fit in at all. Потому что если бы оно таким было, я бы первая, которая никак бы не подошла. But I honestly know, Но я честно знаю, beyond a shadow of a doubt, без всякой тени сомнения, that the Father loves me, что Отец любит меня, and Jesus lives in и me, что Иисус живет во мне, and I live in Him, и я живу в Нем, and the Holy Spirit teaches me about Him. и Дух Святой учит меня о Нем. I have journals that thick at home of the У things меня that дома God есть speaks такой to me, журнал вот такой толщины, because I was one of His weakest little Christians, потому что я, наверное, может быть, самая такая слабая христианка, and I needed a strong Papa и мне нужен очень сильный папа, that loved me for который me. любит меня за то, какая я есть. He wasn't trying to change me, He was trying to make me И Он не into His пытается image. изменить меня, Он просто пытается, научить меня как можно больше быть в Нем. The biggest thing it takes is trust. И самая большая вещь здесь – это доверие. Trusting that He is who He says He is. Доверие в том, кто Он есть, и в том, что Он говорит о себе, кто Он есть. The biggest error I think we make in Christianity, И самая большая, как бы вот, error, mistake, да, и самая большая ошибка, которую мы, христиане, делаем, is we ask this question to the Lord. когда мы задаем этот вопрос Богу. Lord, if I change, will you love me? Бог, если я изменюсь, ты полюбишь меня, если я изменюсь. Will you really love me if I change? Ты действительно полюбишь меня, как только я изменюсь. I had a lot to change. Мне много в чем надо изменяться. And don't get shocked, but I'm going to tell my story very quickly. И многие из вас были бы в шоке, если бы я очень быстро свою историю здесь рассказала. I grew up in a home where I was sexually abused. Я росла в доме, в котором меня сексуально надругались надо мной. I didn't know what the love of a father was. My dad was away in the war. Я не знала, что такое есть любовь отца. So I began to seek for love in other places. Поэтому я стала искать любовь в других местах. I joined the armed forces at 18. И я стала пить в 18. Probably by the time I was 20, I was an alcoholic.
Где-то к 20 я уже была настоящим алкоголиком. Preaching. Я могу проповедовать дальше. I hated men because of sexual abuse. Я ненавидела мужчин именно из-за того, что надо мной надругались. And I had no concept of what love was all about. И я не имела никакого понимания, что такое настоящее любовь. So I went to a Catholic charismatic church in Canada. Поэтому я как бы прошла через католическую харизматическую церковь в Канаде. And there was about 500 people there. Там было около 500 людей там. And I said to myself, И я сказала сама себе, первый раз, когда пришла туда, what the heck am I doing here with all these holy people? Боже, что я делаю здесь, в этом собрании святых людей? Because I knew I wasn't holy. Потому что я совсем не ощущала себя святой. But they prayed over me. Но они молились за меня. I don't remember a prayer they said, but Я they не prayed, помню совершенно, о laid чем hands on они me молились. and prayed. Но они молились за меня. The next day, И на следующий день, excuse me, the very next day, и прямо на следующий день, I got up in the morning я встала утром, and I said, God, я сказала, Бог, I don't believe in you. я не верю в тебя, I don't know if you're real, я вообще не знаю, существуешь ли ты. but they sure think you are. Но они говорят, что ты есть, So if you are, would you show me? поэтому если ты есть, покажи мне себя. He walked into my living room И он вошел в Stood мою in front of комнату, me. встал передо мной and changed my life forever. и изменил мою жизнь навсегда. Аминь. He Аллилуйя. filled me with His Аллилуйя. love. Он наполнил меня своей любовью, I didn't deserve any of it, и я не заслужила ничего из того, что but он He мне came дал. anyway Но он в любом случае пришел, because He is love, потому что он любовь. and He died for me too. И он умер за меня тоже. And I haven't stopped preaching about it. И я For a не lot of years now. прекращу проповедовать об этом. I have grown to know what real love is all about. И я продолжаю расти в понимании, что такое есть настоящая его любовь ко мне. Everybody has wounds. И я знаю, что здесь есть люди, у которых есть раны. We get hurt through life, А по жизни, когда мы идем, нас ранят. but Jesus is enough Но Иисуса достаточно. because He loves us. Потому что Он любит нас. He loves you, darling. Он любит тебя, дорогая. Слушай. Послушай меня. He loves you. Он любит тебя. You're His daughter. Ты его дочь. All He wants from you Все, is что a yes. хочет от тебя, просто чтобы ты сказала ему да. He died on the cross Да, Он умер на for кресте. you. За тебя. If you were the only person on the earth, He Даже would если have ты done была it единственная на всем свете, Он умер because за He тебя. loves you. Потому что Он любит именно тебя. And all He wants from you is a yes. И все, что ты хочешь, чтобы ты просто на это сказала ему да. And He will wash away the hurt and the pain. И Он смоет все из твоего сердца. Okay? All you have to do is say, okay, Jesus, I'm yours. Все, что нужно вам сказать, просто Иисус, я твоя. Can I give you a hug? Можно вас обнять? Now, I have a big, big ministry. Да, у меня есть большое служение. Would you like to know what it is? Вы знаете, что это за служение? It's a hug ministry. Это просто объятие. I hug the love of God into people till they're Я healed. обнимаю людей и верю, что любовь Божья изливается. Last week we had 6 people healed just by hugging them. И на прошлой неделе у нас было 6 людей, которые просто были исцелены, потому что мы Ears обнимались. healed, legs healed. It Нога was была fun исцелена, много было исцелено. because the power of His love in you can change your life. Потому что просто его сила, проистекающая через объятия, And if может you изменить don't вашу like жизнь. hugs, get up here. I'll А hug если you вы не anyway. любите объятия, тем более добро пожаловать. Your knees too. See, God heals in wondrous ways. Он исцеляет такими, знаете, неожиданными способами. I used to get really upset when I didn't see everybody healed right away. I would get upset. Да, и я When I когда... didn't used to. Да, и я когда-то вообще очень расстраивалась, когда я видела людей сразу мгновенно поднимающихся. Ну, Because I wanted them исцеленными. to remember that it was me who prayed for them. Потому что я хотела, знаете, немедленного результата видеть за людей, которых я молилась. I'd be a great healer. И я чувствовала бы себя тогда таким великим исцелителем. And then they'd go back to their seat and get healed. Because I'd pray for them, nothing happened, they'd go back to their seat and have it done. Ага, да, и я как бы
молилась за людей, но ничего не происходило. So I had to learn to И trust поэтому мне пришлось научиться доверять Богу. that when I pray, He heals. Что когда я молюсь, то Он делает эту работу, а не я. That takes a lot of burden off of me. О, это сняло много бремен с моих плеч, много. I love Jesus. How about you? Я люблю Иисуса. Have a top one. Okay. Well, but one of the greatest ways of getting healed И один из великих способов получения исцеления is partaking of Jesus. это Eating, drinking His body. да, это как раз участие в хлебопреломлении. Это как раз вот это совместное вот принятие Его крови, Его тела. As you take the body, you take the blood, and you eat and you И drink, когда вы берете, He heals. и когда вы берете этот хлеб и берете Его кровь и I've seen it принимаете over and внутрь over себя, again. I know it's это происходит, потому что кровь еще раз исцеляет вас. Я каждый раз поражаюсь, как это происходит и происходит. So thank you for letting me be here. Спасибо за то, что позволили быть Letting мне us be здесь. here. Thank you for loving us. Спасибо за то, что любите меня. And when I come back the next time, I expect to see you all here. И когда я приеду в следующий раз, я надеюсь видеть всех вас здесь и Not всех, just кто the молились people we prayed for. исцеленными. You were all sitting here in Jesus' И не name. только тех, кто здесь был, за которых мы молились, но все люди, которые здесь присутствуют. Amen. Dear friend, amen. Спасибо. I love this lady. Я люблю эту женщину. Thank you. We've been friends a long, long time. Мы друзья долгое время. I met her in a Bible college Я встретила ее в библейском with a whole bunch колледже. of students who thought they knew more than I did. With a whole bunch of students who thought they knew more than I did. Ага. Среди целой как бы кучки студентов, вот я ее так себе выделила. But God shows some. This was one of them. Бог просто показывает что-то, и вот показал ее мне, Who would really follow Him, который действительно последует за ним. serve Him, and I honor you. И я люблю ее.